Близняшки Роза и Лена были очень разными по характеру. Роза серьезная, целеустремленная, начитанная. Замуж вышла за такого же положительного человека. Лена, как говорится в народе, оторви да выбрось. Вышла замуж за деревенского Борьку, пьяницу, и уехала жить к нему. Родители долго переживали из-за поступка непутевой дочери, но поделать с этим ничего не могли. Борька тот был известен своими похождениями по самым опустившимся местным бабенкам. Не брезговал даже бомжихами. Еще в 16 лет одна девочка родила от Борьки пацана и оставила мальчонка в роддоме. Позже от него беременели другие девушки, а потом избавлялись на начальных сроках от нежелательных будущих детишек. Боре на это было абсолютно плевать. Лишь бы на ночь была у него девка, а там пропади оно пропадом. Родственники Борькины радовались, что хоть кто, то выходит за него замуж. Может, остепенится парень, когда женится. Мать и отец свадьбу решили играть, позвали гостей. Лена на свадьбе напилась, несмотря на то, что скоро предстояло ей рожать. «Лена, ты хоть о ребенке бы подумала», — предупреждала мама, но та отмахивалась, говоря: «Ничего ребенку не будет, я чуть-чуть». Родители Борькины купили молодым хатенку. Газа в ней не было, вода на улице в колодце. Зато собственное, отдельное жилье. Не у каждой молодой семьи такое бывает. Шло время. Лена родила девочку. Только некогда матери воспитывать ее из-за пьянок было. Свекровь Нина Петровна сильно бранилась на невестку, забирая на выходных внучку к себе домой. «Если дитя не нужно, то предохраняться надо», — говорила Лене Борина мама, однако та сделала вид, что ничего не слышала. В конце концов свекровь забрала маленькую Ирочку к себе. Как то мать Лены, Зоя Андреевна, приехала в гости к молодым. Картина, которую увидела женщина, ошарашила ее. В коридоре грязный пол, коврик лежит весь смятый, а под ним стоптанные Борькины ботинки. Прошла Зоя на кухню, а там еще пуще, гора засохшей от объедков посуды на грязном столе, на полу то жирное растекалось прямо по плесени. Отовсюду несло вонью. Женщина вздохнула. Пройдя в спальню, она увидела молодых. Они спали без одеяла и громко храпели. Мать заметила у Лены животик. Снова беременна. Зое сильно хотелось есть, и она отправилась в местный магазин за продуктами. «А вы мама Ленкина?» — поинтересовалась продавец у нее. «Да, а что?» «А то. Должны они мне в кассу уже много денег», — сообщила продавщица. «Сами самогон покупают, а у меня берут в долг. Обещают вернуть, но, как говорится, обещанного 3 года ждут». «Я верну», — с этими словами Зоя полезла в сумку и достала кошелек. Отсчитав нужную сумму, она отдала ее продавщице. «Ну, спасибо вам, а то я думала, никто возвращать долг не будет. Вы уж за дочкой присмотрите. Рожать ей скоро, а она пьяная по улицам шатается. Была вроде не пьющая раньше, а с Борькой спуталась, и понесло ее. Мы присмотрим, не надо нравоучений», — уходя из магазина, сказала женщина. Ну да», — ухмыльнулась тихо продавец, провожая покупательницу ядовитым взглядом. Придя в дом Лены и Бориса, Зоя тут же принялась за уборку. Наносив из колодца воды, она вымыла всю посуду, полы и приготовила суп из продуктов, которые принесла из магазина. Потом женщина прошла в спальню и слегка толкнула Лену рукой. «Дочь, хватит дрыхнуть. Я суп приготовила, пойди поешь, а то ребенок твой уже проголодался», — произнесла мама. Молодая женщина громко зевнула. «Мама, ты...» Приоткрыв глаза,
сонным голосом спросила дочь. А супчика не помешает нам сейчас, правда, Борь? Погладив мужчину рукой по щетинистой щеке, Лена начала стаскивать его на пол. Мать вернулась на кухню и разлила по тарелкам свежеприготовленный ароматный суп. «А вы всегда день начинаете после полудня?» Задала вопрос Зоя, когда в кухню вошли супруги. «Погоди, теща, не трынди. Похмелиться надо», — сказал зять, ища что-то в шкафу. Наконец он нашел бутылку с беленькой и, налив стопку себе и Лене, поставил ее обратно. «Дочь, разве тебе можно сейчас в твоем положении спиртное?» Возмутилась мама, но та спокойно ответила: «Конечно, можно, разве ребенок уже не подрос? Если женщина беременна, употреблять это нельзя ни на каком сроке», — заявила Зоя. Борька тут же ударил по столу кулаком, сказав: «Мой сын должен узнать, что такое похмелье». Мать покачала головой. Доев суп, она начала собираться домой. «Ну, теща, куда вы? Только приехали, уже уезжаете назад?» Заплетающимся голосом произнес зять. «Дел полно дома. А вы подумайте лучше о своем будущем малыше. Кто о нем заботиться будет, если вы валяетесь целыми днями, да пьете?» Накинув куртку, Зоя вышла за дверь. Ей не хотелось продолжать разговор с нетрезвыми молодыми людьми, все равно это бесполезно. Вернувшись домой, женщина рассказала, в каких жутких условиях живет ее дочь. «Нужно что-то делать», — задумчивым голосом сказал супруг. «Может, ребенка заберем себе? Он лишний там будет». Зоя кивнула. Мало того, старшая внучка воспитывается у Борькиной матери, так и младший ребенок этим прохиндеям тоже не нужен. Лена родила мальчика преждевременно. Хорошо, соседка успела вызвать скорую, и малыша спасли в роддоме. Мать, узнав о рождении внука, забрала его к себе через неделю, когда Лену выписали. Роженица, вернувшись домой, почувствовала недомогание и решила лечить его привычным способом — рюмочкой спиртного. Только это не помогло, а усугубило болезнь, и наутро Боря не смог разбудить жену. После случившегося мужчина спился совсем, забыв о родных детях и даже о самом себе. Внука Зоя с мужем назвали в честь деда Мишей. Роза иногда помогала матери его нянчить. Однако мальчик долго не прожил. Из-за непутевой матери, глотавшей день и ночь спиртное, Миши не стало через год. Могилку ему выкопали рядом с его мамой. Зоя Андреевна часто сюда приходит, чтобы попросить у дочери прощения за то, что не смогла ее воспитать как надо, что винит она себя очень. Принесет цветы, положит у креста Лены и Миши, а потом присядет на скамейку и плачет. Самая сильная связь в жизни женщины — ее ребенок. Жаль, что порой матери хоронят детей, а не наоборот.